Власти заявляют о суверенитете, но стоит лишь посмотреть на структуру собственности ключевых месторождений, и картина становится очевидной. Казахстанские ресурсы давно проданы западным, американским и китайским гигантам, которые управляют нефтью, газом и другими полезными ископаемыми в своих интересах. Кто же настоящий хозяин богатств Казахстана? Почему население не получает от них настоящей выгоды? Тенгиз – крупнейшее месторождение, принадлежащее США. Одно из главных нефтяных месторождений Казахстана – Тенгиз. Это стратегический объект, разработка которого могла бы приносить стране колоссальные доходы. Но кто реально распоряжается его богатствами? Главным оператором проекта является американская корпорация Chevron, которая владеет 50% акций. Еще 25% контролирует другая, американская компания ExxonMobil. Казахстанский Казмунайгаз имеет всего 20%. А оставшиеся 5% принадлежат российскому Лукойлу. Это значит, что 3/4 всех доходов от Тенгиза утекают в США, а Казахстан остается лишь с долей в 20%. Из каждых $100, заработанных на добыче нефти, 75 уходят за границу, а в стране остается лишь малая часть. Но даже эти проценты не дают Казахстану самостоятельности. Американские компании не просто владеют месторождением, они устанавливают правила. Когда Chevron объявила о расширении проекта на сумму $45 миллиардов, кто стал главным инвестором? Конечно же, Казахстан. Однако выгоду снова получили США. По этой причине казахстанцы не ощущают богатства своей страны. Все миллиарды оседают в иностранных фондах, а на развитие собственной экономики остается лишь небольшая часть. Кашаган – нефть, которая не принадлежит Казахстану. Кашаган – одно из крупнейших нефтяных месторождений мира, которое могло бы стать главным источником благосостояния страны. Однако структура собственности показывает совершенно иную картину. Казахстан владеет в нем всего 16,9%, тогда как остальная часть распределена между западными и китайскими компаниями. Вот кто реально управляет Кашаганом. ExxonMobil, США, 16,8%. Chevron, США, 7,5%. Eni, Италия, 16,8%. Total, Франция, 16,8%. CNPC, Китай, 8,3%. Казмунайгаз, Казахстан, 16,9%. Выходит, что более 83% нефтяных доходов Кашагана контролируется иностранными корпорациями. Казахстан не имеет решающего голоса в управлении месторождением. Это означает, что страна не может самостоятельно устанавливать цены на нефть, не получает основную часть прибыли, не принимает решения по добыче без согласия иностранных партнеров. Фактически, нефтяные богатства Казахстана работают на транснациональные корпорации, а не на народ страны. Казахстанские специалисты не управляют процессом, они лишь исполняют указания западных владельцев. Вопрос, кто же в таком случае настоящий хозяин? Карачаганак – газ под иностранным контролем. Еще один стратегический ресурс – Карачаганак. Это крупнейшее месторождение природного газа, которое могло бы обеспечить страну дешевой энергией и огромными доходами. Однако, как и в случае с нефтью, Казахстан не является полноправным владельцем этого актива. Вот как распределена доля собственности в Карачаганаке. Shell, Великобритания / Нидерланды, 29,25%. Eni, Италия, 29,25%. Chevron, США, 20%. Лукойл, Россия, 13,5%. Казмунайгаз, Казахстан, 10%. Казахстанский контроль всего 10%. Основные прибыли уходят в Европу и США, а местное население вынуждено мириться с высокими тарифами на газ. При этом казахстанский газ продается за границу по выгодным ценам для иностранных компаний,
но внутри страны население сталкивается с ростом тарифов и нехваткой газа. Почему? Потому что решение о продажах принимает не Казахстан, а международные владельцы месторождения. Вопрос остается открытым: кто настоящий хозяин Казахстана? Народ или иностранные корпорации? Ответ становится очевиден, если взглянуть на структуру собственности. Казахстан, продан ли он Западу? Что скрывают от народа? Казахстан официально остается независимым государством, но если глубже взглянуть на ситуацию, можно заметить тревожную тенденцию: ключевые ресурсы, земли и стратегические объекты уже находятся в руках иностранных корпораций и государств. Кто действительно управляет Казахстаном? Почему народ остается в неведении, пока экономика страны уходит под внешний контроль? Эти вопросы требуют ответа. Как Казахстан оказался под контролем внешних сил? Последние десятилетия страна активно привлекала иностранные инвестиции, но под видом экономического роста происходило нечто большее. Казахстану предлагали кредиты, открывали совместные предприятия, подписывали долгосрочные контракты, а в итоге иностранные компании и правительства получили доступ к стратегически важным ресурсам. Сегодня большая часть добывающей промышленности, энергетики и даже банковского сектора контролируется транснациональными корпорациями. Это значит, что Казахстан сам не решает свою экономическую судьбу, решения принимаются за его пределами. Кто стоит за этим? США и Европа, западные компании уже давно владеют значительной частью нефтяной и газовой отрасли Казахстана. Энергоресурсы, которые могли бы стать основой независимости страны, утекают за границу, а прибыли оседают в иностранных банках. Международные финансовые структуры МВФ, Всемирный банк и другие организации предоставляют Казахстану кредиты, но эти деньги идут с условиями, которые только усиливают внешнее влияние. Китай и Турция, эти страны не просто инвестируют в Казахстан, но и получают доступ к землям, предприятиям и транспортным маршрутам. В итоге экономика оказывается разделенной между несколькими внешними игроками, а у самих казахстанцев остается все меньше возможностей влиять на свою страну. Таким образом, Казахстан все больше становится ареной борьбы между мировыми силами, а его ресурсы и экономика фактически принадлежат иностранным структурам. Западный контроль над нефтью и газом. Кто зарабатывает на ресурсах? Казахстан обладает огромными запасами нефти и газа, но большая часть этих ресурсов добывается иностранными компаниями. Что это значит? Прибыль уходит за границу, западные корпорации получают основные доходы, а Казахстану остается лишь малая часть. Экономическая зависимость: страна не может самостоятельно распоряжаться своими ресурсами, так как все контракты уже подписаны на десятилетия вперед. Отсутствие контроля: народ Казахстана не имеет реального влияния на сферу, которая могла бы обеспечить стране процветание. И если завтра иностранные корпорации решат покинуть Казахстан или изменить условия работы, это может привести к катастрофическим последствиям для экономики. Что дальше? Есть ли у Казахстана шанс вернуть независимость? С каждым годом внешнее влияние на Казахстан только усиливается. Продажа предприятий, аренда земель, финансовая зависимость — все это делает страну уязвимой перед мировыми игроками. Может ли Казахстан разорвать этот круг и вернуть себе контроль над своими ресурсами и экономикой? Или уже слишком поздно?